Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Дом моды Прада. Его презентации всегда собирают толпы поклонников, и модное шоу всегда становится одним из самых ярких событий недели моды в Милане. Показ коллекции весна-лето 2025 тоже не исключение. Он поднял мощную волну обсуждений как среди верных фанатов, сторонников бренда, так и у придирчивых критиков, уверенных, что творчество именитого дизайнерского дуэта уже давно перестало кого-либо вдохновлять. Со своей стороны скажу вам, друзья, в мире фэшн-искусства ничего и никогда не было однозначно. Что-то вызывает восхищение, до мурашек по коже, чему-то искренне удивляешься, на какие-то вещи смотришь с недоумением либо с улыбкой и мысленно отмечаешь: вот точно мое, а это категорически нет. Но главное, все, что предлагает нам марка Prada, пусть не всегда понятно, но абсолютно не скучно, не пресно, довольно провокационно и заставляет задуматься, как же все это нам интегрировать в обычную жизнь. Дерзкое отвержение всех алгоритмов. Так, в двух словах я озвучу тему новой коллекции. Miuccia Prada и ее сокреативный директор Раф Симмонс сегодня представили на подиуме свою собственную визуальную критику современной жизни. Это был не просто модный показ. Это разговор с массой вопросов о том, как, возможно, изменится наш мир из-за господства искусственного интеллекта, из-за слепого следования общему алгоритму и поклонения автоматически созданным, буквально вылизанным до идеала картинкам. А еще это разговор о креативности, о неприятии однообразия, которое пронизывает сегодняшнюю культуру. В мире капсульных гардеробов, всеобщего поклонения каким-то конкретным трендам, скажем, тихая роскошь, дизайнерский дуэт бросает дерзкий вызов скромному минимализму, изящной утонченности. Prada и Simmons делают ставку на неожиданность, непредсказуемость, они играют с эстетикой. На первый взгляд коллекция даже кажется хаотичной, где смешались разные стили, эпохи. Есть костюмы космических супергероев и ковбойская тема, варианты спортивной одежды и намек на элементы субкультуры BDSM, что-то из архивной классики бренда, уникальные вещи-обманки. Каждый образ новой модной линейки, по заявлению авторов, задуман как верный союз с противоречий и творческой свободы, который готов растоптать любой алгоритм. Так в гардеробе на теплый сезон появилось неформальное сочетание атласного вечернего платья и гигантских очков, похожих на глаза насекомых. Или, к примеру, комбинация скромного джемпера с консервативным ромбовидным узором и потертой кожаной юбки, на которой вдруг болтаются десятки внушительных металлических колец. Либо яркий микс платья из черных страусиных перьев, сигнально-оранжевой ветровки и козырька, больше похожего на шлем из научно-фантастических фильмов. Безумно? Возможно. Не знаю. Но главное, любой аутфит здесь не очередной образец поднадоевших офис или балеткора. Даже на вид обычная одежда, по сути, оказалась не такой уж и простой за счет встроенной тонкой проволоки. С ее помощью можно легко моделировать вещи самостоятельно, меняя форму воротника, манжета, подола. Не менее интересным решением я назову словно из полированной кожи пояса-обманки на брюках с заниженной линией талии и на мини-юбке, либо принт, имитирующий меховой воротник на жакете в елочку. Какие еще моменты я отметила при просмотре коллекции? Слитные купальники модели носили с классическим пальто, строгие брюки заправляли в ковбойские сапоги, а яркие цветные колготки теперь больше похожи на леггинсы. Они стали полноправными участниками модных образов и не очень-то нуждаются в сопровождении платья, юбки. Хорошо, хоть дизайнеры догадались дополнить их фиксирующим ремнем. В качестве акцентного декора, помимо упомянутых мною ранее металлических карабинов, на модной одежде вновь появились люверсы – фурнитура для укрепления краев отверстий. Когда-то, в 2010-м, люверсы были популярны наравне с шипами. И вот опять, по версии Prada, они в тренде, но только в увеличенных размерах. Вернулись из прошлого и несколько моделей обуви. Дерби на плетеной широкой подошве из коллекции 2011, туфли Мэри Джейн на каблуке из линейки 2012 и обновленные версии культовых туфель оригами. В гардероб на теплый сезон дизайнеры не забыли также включить разнообразные по исполнению сумки. Сегодня на подиуме Miuccia и Раф объединили реальный мир с виртуальным, причем так ловко, что не всегда понятно, где и какой. Дом Prada представил модной публике целую вселенную идей для размышлений. И пусть показ весна-лето 2025 многие называют странным и сумасшедшим, но 100% не скучным. Здесь есть на что посмотреть,
о чем задуматься и что обсудить. Не в этом ли, мои дорогие зрители, кроется настоящая сила моды? Жду ваши «да», «может быть» или категорически «нет» в комментариях к видео. Спасибо большое за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Хорошего дня вам, друзья, приятного просмотра и только позитивного, солнечного настроения!